Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, красиво, легко и бюджетно. Дорогие мои, скоро Пасха, и все вы меня просите о каком-то уникальном рецепте, чтобы он был очень полезен, чтобы вы смогли наслаждаться Пасхой и при этом не набирать лишние килограммы, чтобы вам было вкусно и полезно. Так вот, у меня для вас хорошая новость. Я придумала рецепт, который очень и очень вкусный, и вы можете наслаждаться и с чистой совестью есть свою пасочку. Ну, конечно же, не всю, а хотя бы кусочек, и вреда она вам никакого не принесет. Но самое главное, что мой рецепт будет без муки. Ну что, идемте готовить? Для приготовления нашего блюда нам сегодня с вами понадобится миска для взбивания, миксер, силиконовая форма, лопатка, маленькое полотенце и из продуктов питания немного сахарозаменителя, 250 грамм протертого творожка, 4 столовые ложки овсяных отрубей, 3 столовые ложки кукурузного крахмала, 3 столовые ложки греческого густого йогурта, 4 желтка, 4 белка, я уже их отделила, чайная ложка разрыхлителя, ванилина и щепотка соли. Вот такие продукты нам сегодня с вами будут нужны. Ну, а теперь начинаем готовить. Выливаем белки в миску и тщательно их взбиваем до хорошей такой пены. Белки я взбила вот до такого состояния. Видите, они не как на безе, но и не жидкие. Теперь мы белочки выливаем в отдельную мисочку и отставляем их пока в сторону. Тем временем в эту же самую миску, где мы взбивали с вами белки, мы должны смешать творог, йогурт и сахарозаменитель, чтобы начался такой вот процесс бурления. Все это немножко перемешаем, и мы уже буквально через полминутки увидим, что творог и разрыхлитель вошли во взаимодействие. Так, а он уже такой пушистый делается, видите? Теперь сюда мы с вами должны ввести крахмал, овсяные отруби, сахарозаменитель по вкусу и желтки. Теперь все эти ингредиенты перемешиваем. Я даже убрала миксер, потому что это можно сделать вот так вот совершенно спокойно, силиконовой лопаточкой. Все это вымешаем. И пусть это тесто постоит минут 5, для того, чтобы отруби немножко как бы набухли. Все, отставляем и ждем минут 5. Спустя 5 минут наше тесто, видите, вот стало такой вот консистенции. Оно не очень густое, но и не жидкое. Так, и теперь мы аккуратненько с вами введем наши белки. Будем вливать их и помешивать. Начинаем вымешивать. По желанию в это тесто можно добавить любой протеин, чтобы тесто было таким, знаете, более похожим, что ли, на настоящую Пасху. Но я не добавляла, мне и так очень нравится. Все у нас красиво и вкусно и полезно. Можно добавить цукаты, если у вас есть, но они должны быть без сахара, понимаете, да? Можно цукаты из лимона или из апельсина. Все мы хорошенько вымешали, и теперь будем с вами выкладывать тесто в наши формочки. Спрыснем немножко маслом
форму. И я прямо вот так из миски могу выливать. Очень удобная миска для взбивания, кстати. Так, не до конца, для того, чтобы было куда нашей пасхи подняться. Вторую. И вот еще у меня получится немножко таких 2 маленьких. Я здесь ложечкой себе помогу. И всего у меня получилось вот 4 такие вот формочки, заполненные нашим тестом. Ну а теперь отправляем наше тесто для будущих наших пасочек в духовку на 150 градусов на час 20, час 30. Тесто должно выпекаться, подниматься медленно, потому как вы знаете, у нас в тесте нет ни грамма муки. Поэтому нужно набраться терпения. И скоро я вам покажу, что у нас с вами получилось. Вот такая у нас великолепная композиция имеется. Теперь давайте я при вас разрежу вот эту маленькую, потому что среднюю и большенькую я оставила для гостей, которые придут к нам вот-вот. Вот смотрите, какая она в разрезе. Мягкая, великолепно пахнущая и воздушная. Видите, она совершенно не мокрая и не сухая, а вот именно той консистенции, которая нам и нужна. Так что готовьте вместе со мной и готовьте лучше меня и делитесь своими рецептами. Ну и что вы скажете по поводу вот этой вот красоты неописуемой? Я просто настолько довольна результатом, а какая она вкусная, эта пасочка. Боже мой, я вот такую маленькую, у меня же еще одна была, уже попробовала с мужем. И действительно, настолько она воздушная, она не сухая и не мокрая, она какая-то такая воздушная, как хороший такой бисквит, но он с привкусом каким-то таким немножечко с лимончиком, что ли. Ну, это за счет творога, наверное, или же греческого йогурта. Вот такая консистенция воздушная получилась за счет взбитых белков. В общем, чудо чудное, и я просто-напросто сегодня хожу такая гордая сама собой, что я придумала этот рецепт и уже всем своим девочкам, мальчикам отправила в нашу группу, где мы сейчас, я провожу марафон похудения, и они уже тоже все начинают ее печь, вот эту прелесть. Я поставлю сюда, с вашего позволения. Смотрите, хотела сказать, что протеин может быть абсолютно любым. У меня был просто шоколадный протеин, какого-то очень-очень высокого там процента, и ничего, тоже очень красиво получилось. Если у вас есть ванильный или с каким-то вкусом печенья, мне девочки говорят, покупают какие-то, я такого никогда не видела, ну ладно, то у вас она будет покрыта такой как бы белой глазурью. В общем, пробуйте, экспериментируйте, но, конечно же, вот когда вы делаете а-ля глазурь, я в рецепте указала 2-3 столовые ложки молока и 1-2 столовые ложки протеина. Смотрите, опять же, по вашему молоку и по вашему протеину. Потихоньку вливаете молоко и вымешиваете. Глазурь должна быть не жидкой, иначе у вас все растечется и не будет так красиво. То есть она должна быть как настоящая глазурь, просто из правильных компонентов. Так что, дорогие мои, делайте, экспериментируйте, готовьте правильно и грамотно, просто заменяйте некоторые продукты на более полезные. И будете все здоровы, стройны и будете выглядеть также еще и моложе. Спасибо, что сегодня были у меня в гостях. Я вас всех обнимаю, поздравляю и желаю вам всех благ и с наступающей Пасхой. С вами была ваша Виктория. До новых встреч, до новых вкусных, полезных рецептов.